надеюсь, что у вас все просто замечательно. Вы чувствуете спокойствие и умиротворение, а также ваши дни проходят наполненные радостью и позитивом. Перед началом этого видео я хотела вам сказать, что мне стало интересно попробовать себя в подобной ролевой игре. Надеюсь на вашу поддержку. Захотелось немножечко уйти от привычного мне такого жанра, да, и добавить чего-то новенького и остренького в мой канал. Вот. Также хотела сказать, что я периодически в видео буду переходить на тихий голос. Предупреждаю заранее. Многие пишут, что ASMR это не тихий голос. Нет, ребят, это ASMR это то, это все, от чего вы получаете мурашки. Некоторые люди получают мурашки от того, что человек разговаривает в полный голос, но у него очень приятный тембр, он там причмокивает или еще что-то делает. Это тоже вызывает мурашки. И тихий голос это также часть ASMR. Всем приятного просмотра и сладких снов. Привет. Что, тут свободно? Можно сесть? Да, хорошо. Заметила, что твоей подруги сегодня нет в школе. Да, куда она делась? Заболела? Ну, жаль ее. Ну, скорейшего выздоровления ей. Что? Почему решила резко с тобой сесть? Ну, у меня подруга тоже заболела. Чувствую себя не очень. Температура. Ну и все вот в таком духе. Но на самом деле я не переживаю, потому что я немножко от нее устала очень сильно. Она как-то сильно много требует постоянно. Это немножко напрягает. Прям так, знаешь, хорошо напрягает, я бы сказала. Вот. Ну, такое бывает. Все мы люди разные. И какие-то моменты у нас тоже разные. Слушай, что у нас сейчас опять самостоятельное будет, да? Как она надоела. Каждый урок устраивать самостоятельный. Это какой-то кошмар. Кстати, слушай, я сейчас хожу к психологу и закрываю свои гештальты там. Вот я поняла, что один из таких непройденных уроков это наша с тобой дружба в прошлом. Потому что, ну, ты же помнишь, как все закончилось? А ты не помнишь, видишь как? Ну, для тебя закончилось все хорошо. Для меня не очень. Ну, твой поступок такой был не самый приятный и не самый хороший на самом деле. Я бы даже сказала, он был ужасный. Не знаю. Ладно. Ну, я сделала некоторые выводы, почему для меня твой поступок был таким болезненным. Вот. Не знаю, мне кажется, что можно было немножко по-другому решить эту ситуацию, а не так. Я не знаю, почему ты так поступила тогда. Ну, я думаю, ты сейчас стала умнее все-таки. Сколько лет прошло? Да, я помню, это было в 5... видишь, ты все-таки помнишь. Да, но самое ужасное это было, когда твоя мама звонила моей и кричала, что я у нее больная и ненормальная. Только лишь потому, что я тебе тогда сказала, что ты мне нравишься. Как тебе нравился на тот момент Кирилл. Ну ладно, это старые обиды, я не хочу на них зацикливаться. И я просто поняла, что ничего не меняется. Годы идут, а суть и все остальное такое же самое. Да, мне даже ладошки вспотели. Все так же самое, как и тогда. Казалось бы, ты своим поступком должна была меня оттолкнуть, но получилось все с точностью да наоборот.
Наверное, это какое-то нездоровое отношение и какая-то нездоровая любовь. Я понимаю, что это странно. Вот. Ну почему-то ты так уже не шарахаешься от меня. Я не знаю, ты должна понимать, что я не хотела тебя тогда задеть, обидеть. Ты просто могла мне спокойно и нормально ответить, а не устраивать все эти скандалы, разборки только лишь по 3 словам. Ты мне нравишься. Ладно. Знаешь, я уже не боюсь об этом так говорить. Для меня это уже не так больно и не так обидно. Хорошо, что времена меняются, отношение людей к этому меняется. Поэтому, наверное, я тебе сказала все, что хотела. Конечно, я бы хотела тебе пожелать удачи. Вот. И на самом деле я не знаю, как пойдет вообще все дальше и как будут обстоять все дела. Нам все-таки учиться еще 2 года вместе. Да. Я, наверное, тогда пойду. Что? Остаться? Из чего бы это? Хотела тебя предупредить, что я не отличница, и мозгов у меня не так много. А на самостоятельных я сама никогда ничего не знаю. И у меня 2 телефона. Один я сдаю, а с другого списываю. Я не знаю, зачем тебе эта информация, но, возможно, она тебе понадобится. Окей. Ладно. Хорошо. Мы можем сидеть вместе сегодня. Это, конечно, будет очень неловко. Ну, как есть. Я так думаю, что мы можем поладить. Как подруги, как друзья, как знакомые, одноклассники. Ладно. Сейчас будет звонок буквально через 5 минут. Нет, она уже зашла в кабинет. Повторять. Хорошо. Что повторять? Конспект, который она нам давала. Ну да. И сейчас будет самостоятельно, и нужно будет написать все. Так, 4 типа вопросов. Узнать общую информацию. Мы можем ответить на него да или нет. Что? У тебя нет конспекта? Как тебе объяснить? Я надеюсь, ты понимаешь, что я осталась с тобой сидеть не для того, чтобы ты у меня списывала, потому что я сама ничего не знаю. Ну ладно, так уж быть. Помогу себе, чем смогу. Ну ладно, подсаживайся поближе. Я буду тихонечко читать его нам двоим. Так. Такой тип вопросов требует развернутого ответа и убедительные слова. Why, which, what do you cooking? I'm cooking the pie. Это пример, да. Alternative questions. Will you fly to England or Ireland? Или вот, видишь, союз или это or. Да, тут получается нужно поставить по середине.
есть исключения по типу wolves, да, F на V, man, do's, these, food, feed. Но если честно, я сама не очень знаю эту тему хорошо. Да, ну вроде как мы все повторили. Я не знаю, когда она скажет, начнет раздавать задания, или она просто скажет убрать все со столов, как обычно, и скажет: ну слушай, да, мы сидим сегодня с тобой на последней парте, поэтому я думаю, что не страшно. И перед нами все ряды забиты. Так что она в принципе нас видеть не будет. Но я так думаю, я так надеюсь. Но я думаю, ты же знаешь, что она такая, что цепляется постоянно к каждому слову и придирается без конца. Ладно. Убирайте со стола уже. Сколько прошло? Ладно, хорошо. Так. Ручку достану.
Да, есть его. Да, можете собирать. Хорошо. А ты? Я тебе же обвела. Хорошо. Так, а что сейчас она интересно придумает? Я надеюсь, она, как всегда, свалит. Ладно, не буду делать. Это ужас. Нас же с вами поделили на физкультуре. И так как сейчас идет ремонт спортзала, она каждый урок устраивает самостоятельный, так еще проверяет так. Но я хорошо, что знаю хоть что-то, потому что да, вместо того, чтобы отпускать с последнего урока домой, она проводит самостоятельные. Это ужас какой-то. Да, она считает, что ее предмет превыше всего. Короче, все как всегда, ничего нового. Ну, не знаю. Окей. Слушай, тебя, кажется, распушились волосы. Да, можно я их немножечко поправлю. У тебя очень красивые волосы, такие длинные, как и были. Я всегда мечтала о таких волосах, как у тебя. Шикарный, натуральный цвет переливается, который такой рыжиночку. Он очень красивый. А длина, можно я тебя расчешу? Это будет очень много значит для меня, если я смогу заботиться о тебе. Как раз это вышло, и никому не дело до нас. Мы можем делать все, что хотим. Да, и общаться. Да. Не знаю, мне кажется, это странно, что сейчас происходит, потому что мы очень много времени не поддерживали никакую связь, и это, если честно, очень сложно. Вот так взять и снова поверить. Но, знаешь, если ты снова решишь устроить мне какую-то очередную подставу, то я не думаю, что это сработает. Да и мне уже все равно. Так что насчет расчесать и позаботиться о тебе можно, хорошо. Так.
такие жемчужинки подходят к твоему ожерелью. Да. Так. Вот так. Красиво. Тебе очень идет. Да. Очень сильно идет. Слушай, у тебя такие ресницы длинные. Очень красивые. И, кстати, что-то в глазик попало. Да. Посмотри немножечко наверх, пожалуйста. Так уберу. Так вот. Что-то в глазик попало. Что-то в глазик попало. Ресничка. Да. Теперь поморгай. Закрой глазки. Закрой глазки. Закрой глазки. Открывай. Открывай глазки. Открывай глазки, чудо. Закрывай глазки. И открывай снова. Снова открывай. Слушай, как насчет идеи подкрасить твои реснички? Да, я купила какую-то новую тушь попробовать. И знаешь, она мне очень сильно понравилась. Она сейчас у меня на ресницах. И я не знаю. Мне кажется, на твоих просто будут запутываться в бровках. Так. Ну-ка, моргай. 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 Хорошо. Моргай. 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 И нижнее можно. Смотри наверх. Так, 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 так. Окей. А как насчет того, чтобы подкрасить реснички? Губки. Точнее, подкрасить губки, я хотела сказать. Немножко ошиблась. Теряюсь в словах. Правда, такой приятный звук. Да, такой мягенький, нежненький. И очень классно увлажняет губки. Так, открой. Так, 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 так. Хорошо. Да. Тебе очень идет. Тебе вообще все идет. Ну да. Не знаю, конечно, как будет все дальше, но... Кстати, это антистресс, знаешь. Много стресса в последнее время. Да, психолог посоветовала расслабляться таким способом. Говорит, что отлично помогает. А то у меня была проблема грызть ногти и все остальное. Нужно чем-то занимать себя другим. Всякие залипашки. Ты такой слайм. Модное слово. И он очень-очень приятный. Странно, что скоро перемена. Она до сих пор не вернулась. Наверное, в учительской чай пьет с конфетами. Кстати, хотела спросить, ты будешь скидываться на подарки на День учителя, который 1 октября? У тебя сейчас какие-то проблемы? Хочешь, я вместо тебя сдам? Ну, я предложила, а там сама смотри. Знаешь, на самом деле в ней есть много чего
тебе сказать. Вот. И знаешь, иногда меня переполняет огромная злость к тебе. А иногда я не чувствую ничего, кроме обиды. За то время. Но в любом случае я рада, что я смогла к тебе подойти. Это так нереально расслабляет. Знаешь, так. Хочешь половинку? Да, держи. Ой. Знаешь, ладно, ничего. Так. Слушай, вообще, как ты можешь оправдать свой поступок тогда, когда об этом узнали все? И, конечно, ничего там такого не вижу. Абсолютно. Я вправе любить того, кто мне нравится, того, кого я хочу. И мне может нравиться тот, кто может мне нравиться. И никто не вправе издеваться надо мной за это. Тогда не знаю, как будто какие-то дикие времена резко настали. Испугалась. Странно. Ты могла просто сказать, что не отвечаешь мне взаимностью, а не так себя вести. Ну ладно, мне нужно это просто больше прорабатывать, чтобы не злиться на тебя. Да, потому что ходить со злобой в сердце — это самое худшее чувство, которое может быть у любого человека. Я так думаю. Ведь мы все такие разные, но все равно мы так похожи. Мы часто испытываем чувства похожего спектра. Мы также все можем злиться, радоваться, смеяться, плакать. Но знаешь, главное только одно, чтобы не засыпать и не просыпаться с чувством какой-то ненависти, злобы, а вставать и радоваться каждому дню. Мне кажется, это важно. И многие про это забывают. Забывают о том, что нужно быть добрее, немножечко позитивнее. Все как-то смотрят косо на людей, которые всегда на позитиве. Но все-таки это такое есть. Да. Кажется, идет. Да, походу сейчас будем писать новую тему. Осталось 5 минут до конца. Ну ладно, как всегда.